Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 28 июня, среда, как всегда, о главном. Если вы помните, в своих последних видео я вам рассказывал, что во время Пригожинского мятежа Госдепартамент развил бурную деятельность. В частности, они вошли в контакт с представителями тех стран, которые до последнего времени были, по крайней мере, нейтральны, а то и симпатизировали режиму Путина. И воспользовавшись этим бестолковым, бессмысленным и беспощадным, ну, пока еще не беспощадным, но бессмысленным бунтом Пригожина, Госдепартамент сумел убедить представителей этих государств, что с этим безумцем нужно заканчивать. И вот сегодня первая хорошая весточка. Кстати, представители Госдепа знали, что будет положительный ответ, потому что они его фактически анонсировали официально. И вот сегодня первая хорошая весточка. Фу Конг, посол Китая в Евросоюзе, отвечая на вопрос Аль-Джазиры о том, может ли Китай представить себе урегулирование, то есть окончание войны на условиях соблюдения границ 1991 года. Он ответил, а почему бы и нет? При этом имелось в виду, что эти границы 1991 года включают и Крым. И вот вам ответ китайского представителя. То есть он подчеркнул, что Китай всегда выступал за соблюдение устава ООН, за соблюдение принципа территориальной целостности, что включает в себя, естественно, и территорию Крыма. С другой стороны, он подчеркнул, что Китай, своего рода особая позиция Китая заключается в том, что есть какие-то исторические вопросы между Украиной и Россией, которые необходимо урегулировать. Но тем не менее, то есть это еще не полностью переход, скажем так, на позиции и Украины, и всего западного мира, но уже полшага в этом направлении, причем такие существенные полшага. Я вам также рассказывал, что уже тогда, когда мятеж заканчивался, и Пригожин повернул свой Вагнер на юг от Москвы, все, казалось бы, точки над «и» были поставлены, американцы говорили, что нет, отнюдь, это дело будет иметь продолжение, и корни этого мятежа уходят гораздо глубже. Ну и вот сегодня неожиданная, а может и ожиданная весточка. Нью-Йорк Таймс выпускает достаточно большую статью, в которой сообщает, что одним из подозреваемых, но если не в организации мятежа Пригожина, то сочувствующих, который был в контакте с Пригожиным, и, возможно, тем человеком, на которого Пригожин рассчитывал, на помощь его рассчитывал, организуя свой путь. Ну и по некоторым сообщениям Суровикин исчез из публичного пространства где-то с субботы и, видимо, где-то отвечает на вопросы. До этого на вопросы отвечал Пригожин. Но вообще, чем дальше это дело развивается, тем оно больше, в всяком случае, мне напоминает восстание декабристов. В том смысле, что оно было... Ну, его можно было бы сравнить, конечно, и с высадкой Наполеона с острова Эльбы, когда он вернулся и реставрировал, остановил свою власть, когда он высадился с небольшим отрядом, а пока дошел до Парижа, за ним была вся армия. Ну и Че Гевара то же самое, да, примерно на это он рассчитывал. Так вот, участие Суровикина или надежда на Суровикина, или обещание Суровикина, что в случае поднятия мятежа Пригожин пополнится добровольцами или, скажем так, волонтерами из числа бойцов регулярной Красной Армии, оно как-то так достаточно логично вписывается в это. Но надо сказать, что после, если, как вы помните, после восстания декабристов последовала всеобщая чистка. Наиболее стратегическим, что ли, результатом этой чистки было решение о том, что хватит назначать на офицерские должности в армии только дворян, нужно и, значит, разночинцев, там, представителей других слоев населения. Ну и закончилось это тем, что значительная часть высших генералов
к 17 году были представители именно этих низших слоев населения. Ну и они же сдали царя, а вместе с ним и всю Российскую империю. Ну так вот, на этот раз, естественно, разборки, следствие, чистка началась с Пригожина. По имеющимся сведениям знающих людей из Лондона, после того, как он отбыл на автомобиле из Ростова, его доставили на базу ФСБ. Эта база известна тем, что оттуда проводятся хакерские атаки по всему западному, против всего западного мира. Так вот, его там держали несколько часов, допрашивали. Говорят, что он сломался. Сломался после того, как пригрозили его семье. И вообще, видимо, вот эта линия давления будет решающей и главной в тех следственных мероприятиях, которые сейчас проводит ФСБ против большого количества людей. Помимо Суровикина, сейчас, как говорится, из некоторых источников, на допросах или под подозрением, или отстранены от должности находятся генерал Герасимов, генерал Мизинцев, это бывший министр обороны, которого уволили, и он через неделю присоединился к Вагнеру. Это было, по-моему, в апреле месяце. Затем начались аресты командиров Вагнера в Сирии. Затем эта волна дошла до Центральноафриканской республики и до Мали. Одновременно было сообщено из Вашингтона, что администрация Байдена собирается объявить какие-то новые санкции против операций Вагнера в Африке для того, чтобы воспользоваться этой ситуацией в России с тем, чтобы выпереть Вагнер со всего южноафриканского континента. Вместе с этим должна активизировать свою деятельность специальное подразделение, которое создано было в рамках или с участием САС. Это, как вы знаете, один из самых эффективных спецназов в мире, британский спецназ, Special Airborne Service. И с началом российской агрессии против Украины там создали целое подразделение боевое, которое должно было начать выметать Вагнер из Африки. Что там творится в Африке, это кошмар с участием Вагнера. То есть проводятся несколько расследований по этому поводу, в результате которых установлено массовое преступление, военное преступление, преступление против человечества, массовое убийство, захоронение, как, например, в Мали. И общий почерк операций, которые там проводит Вагнер, создал новую систему колониализма, как говорят западные аналитики. То есть это называют ультранасильственный колониализм. Примером может являться Центральноафриканская республика, где они всего за 5 лет проникли во все государственные органы, в экономику, безопасность, вооруженные силы. То есть они практически поставили под контроль все государство. И вот теперь, когда правительству сообщили, вернее, президенту о том, что Вагнер отзывается обратно, он сказал: ну, пришлите кого-то другого, пришлите Моцарта, пришлите Бетховена, но нам нужен. Нужны, действительно. То есть Вагнер за эти годы, за эти 5 лет, и не только в Мали, в Центральноафриканской республике, в других государствах, показал местным вождям, князькам свою независимость. Их брали с размахом. Там были наркотики, там были девушки из бывшего Советского Союза, включая Россию и Украину. Там было все. Ну и естественно, охрана от оппозиции, уничтожение врагов, правящих князьков, отмывание денег. Ну а взамен это практически почти полный контроль над главными природными ископаемыми этих стран. Самый большой интерес представлял уран, алмазы и золото. Вот таким образом, значит, сейчас происходит фактически удушение Вагнера,
как со стороны России, так и на африканском континенте и на севере Африки. Речь идет действительно не... То есть были опасения, в частности, мои зрители писали мне, что они опасаются передислокации Вагнера в Беларусь, то, что они будут с территории Белоруссии атаковать Украину. То есть, как это видится на настоящий момент британским, американским аналитикам, речь идет фактически о ликвидации Вагнера. И это правильно, потому что, ну, опять-таки, как с восстанием декабристов, из ФСБ выявило измену. Оно нашло источник этой измены. И теперь, значит, надо его удушить, надо его расформировать и ликвидировать, но получается, что есть аналогичные ячейки, структуры в недрах вооруженных сил Российской Федерации, в российском обществе, которые могут опять-таки стать источником подобных. То есть эти чистки должны иметь очень широкий размах. Как в свое время, потому что этим занимается Путин, и этим занимается ФСБ. Я помню, как в свое время у нас шутили в разведке. Каждая операция разведки, ну там говорили в целом КГБ, заканчивается награждением непричастных и наказанием невиновных. Ну вот сейчас ищут. То есть, может, там и будут какие-то виновные, но невиновных будет огромное количество. В этом смысле очень интересный был полный текст выступления Лукашенко перед избранными военачальниками Беларуси. Это был кладезь, конечно. То есть Остапа понесло. Какая-то газета, по-моему, Далибист американский, написала, что он хвастался. И у него была потребность, но которую он не мог сдержать. Он, наверное, где-то понимал, что то, что он сейчас скажет и сделает, это будет глупо. Потому что ему эта речь дорого обойдется. Путин ему этой речи не забудет. Но, тем не менее, ему надо было похвастаться, и он это сделал. То есть мне прислали полное выступление, его надо слушать именно полное, потому что там он предстает павлин во всей своей красе. Как спаситель России, спаситель режима путинского, спаситель самого Путина, гениальный стратег, Лука картофельный. Что там главное было? Значит, первое. Он, правда, не сказал о том, что я вам рассказывал, и эти мои источники подтверждают, что это действительно правильная информация. Как только Лукашенко услышал о том, что там путч, он тут же собрал ближайших членов семьи и рванул в Турцию. Путин, который уже там всех обозвонили, все были в отчаянии, ничего не могли даже в контакт войти с Пригожиным, через Эрдогана нашел Лукашенко, его вытащили из его номера в пятизвездочном отеле и сказали, иди улаживай контакт, то есть кризис. И вот как он рассказывает, Саша звонит, говорит Путин, Лукашенко, все пропало, мы не знаем, что делать, этот Пригожин не отвечает на звонки, будем мочить, сказал Лукашенко. Но это он специально сказал, я думаю, что не соответствует действительности, потому что потом, когда он рассказывал, чем собрался мочить Путина, оказалось 10 тысяч человек из курсантов военных училищ и в резерве милиция. Вот, собственно, все. И они концентрировались, ну, как всегда, власть боялась прежде всего о себе, вокруг Кремля. То есть город оказывался открыт для вторжения Вагнера. То есть там мочить это громко сказано. А если учитывать, что перед этим пытались его мочить при помощи авиации, и не менее 4 экипажей отказались атаковать Вагнер, а те, кто решились атаковать, были все сбиты. То есть слово «мочить» оно было так сказано дерзко, но не совсем, я бы сказал, обоснованно. Главное, что сказал, то есть все уже знают, наверное, Путин до последнего времени не догадывался, что до него не доходит адекватная информация. А будучи сам по себе человеком неадекватным, вот это его неадекватность накладывается на то, что ему показывают неадекватную информацию, все, решение из ряда вон не соответствует ситуации. Так вот, Лукашенко, судя по его рассказу, доложил стратегическую ситуацию, которая заключалась в следующем. По словам Лукашенко, то, что сейчас происходит, то есть путч, это так, самое главное дальше. А дальше это как спичка может взорвать всю страну, распространиться на всю страну
и даже потом захлестнуть Беларусь. То есть он фактически сказал, что в результате 22-летнего правления Путина вот такая стабильность, там трындели все время о стабильности, Россия была превращена в пороховую бочку, которая может рвануть в любой момент. То есть не только война в Украине представляет опасность для окружающего мира с точки зрения дестабилизации, но вся шестая часть суши под руководством Путина – это фактически потенциальная мина замедленного действия. И, кстати, вот этим и воспользовался Государственный департамент, и вот именно этим, видимо, обусловлено заявление посла Китая в ЕС. То есть отношение к Путину, судя по всему, резко изменилось. Так вот, значит, фактически Лука сказал Путину, что страна расколота. Расколоты вооруженные силы, расколот народ. Видимо, они там особо не надеялись. То есть это потом будут рассказывать о том, как героические вооруженные силы, Росгвардия там выполняли свой долг. На самом деле все же понятно, что этого не было. Как народ проявил свое единство, сплотился вокруг Кремля, тоже всем понятно, что это не было. То есть он ему доложил голую сермяжную правду. И мы теперь знаем, что он это знает. Вот что теперь будет делать Путин, вот это самая большая загадка. Теперь, из того, что произошло, из тех чисток, которые начались, ну, понятно, то есть фактически развивающиеся события, они подтверждают правильность того, о чем мы с вами говорили. То есть действительно Пригожин, он рассчитывал или как Че Гевара, или как Наполеон, высадившийся на юге Франции с Эльбы, вместо своего первого заточения, рассчитывал на то, что к нему перейдут какие-то части. И, видимо, была в этом надежда. То есть армия расколота, народ расколот, готов брататься. Общая, значит, ситуация, которая американцам, она, видимо, была ясна. Они ожидали вот этого всего. И как вот по этому поводу писала Foreign Affairs, события последних 3 дней предвосхищают России мрачное будущее. За несколько коротких часов вооруженное восстание Пригожина породило огромный хаос. Война истощила государственный потенциал России, а восстание еще больше истощило его, поставив Москву перед новым внутренним вызовом. И вот в чем этот огромный и совершенно неожиданный для Кремля вызов. То есть до сих пор Кремль считал, что главный его враг, оппозиция – это вот либерализм, Навальный, то есть люди слева. Оказалось, ничего подобного. Это, наоборот, ультранационалисты, с которыми он игрался и опирался на него для того, чтобы осуществить свои планы, в частности, в отношении агрессии против Украины. Так вот, как пишет Foreign Affairs, оказалось, что большую угрозу представляет не либеральная революция, а крайне милитаризованное популистское восстание, управляемое не космополитическими реформаторами и олигархами, а русскими националистами. И к этому режим и Путин готовы не были. Когда я читал статью «Нью-Йорк Таймс» по поводу Суровикина, как подозреваемого то ли соучастника, то ли сочувствующего Пригожину в его деле. А я думаю, что Пригожин тоже ж не идиот, далеко не идиот. Он знал, он был внутри системы, он был допущен к Путину. Он знал, как Путин относится к Шойгу. И когда он выдвинул требование у него было одно официальное – дайте мне Шойгу и Герасимова. То есть он требовал их головы. Ну, может быть, не в прямом смысле казнить, а то, что их уберут. И зная Путина, и зная отношение к Шойгу, он, наверное, должен был понимать, что Путин никогда не отдаст Шойгу. Вот так вот просто раз и отдать. Исключительно на основании требований Пригожина, бывшего зэка, который имел под своей командой там 10 тысяч человек. А дошел до Москвы, там их было гораздо меньше, 6 максимум от силы, как считают западные эксперты. То есть, безусловно, он должен был рассчитывать, твердо рассчитывать на поддержку
кого-то из генералов. Но генералы, как это водится в Российской Федерации, в России вообще, генералы кинули его. И он остался один. И вот это объясняет то, что, значит, произошло дальше. Хотя, повторяю, как сказал Лука, признал, там вокруг Кремля собралась для защиты разношерстная публика в составе 10 тысяч курсантов, в том числе. То есть, видимо, Таманская и Кантемировская дивизии, очередной раз придворные эти дивизии оказались непригодны, ненадежны. А с них фактически, ну, тогда говорили предательство, рухнул и августовский путч 91 года, когда их вывели на улицы Москвы. А вместо того, чтобы там пугать население и загонять его под шконки, они начали брататься, цветы в дуло танков вставляли. Ну вот, то есть на этот раз даже решили не посылать их. То есть, если бы в этой ситуации Вагнер все-таки двинул туда и часть своих бойцов кинул против этих 10 тысяч неумех юнцов, а остальных бросил на Останкинскую телебашню, взял ее и обратился к вооруженным силам Российской Федерации, Бог знает, чем бы это все кончилось, тем более, что после того, как Пригожин взял Ростов, была информация о том, что они также установили контроль над Миллерово. Это один из крупнейших аэродромов, военных баз, военно-воздушных баз Российской Федерации, где находились новейшие самолеты, такие как Су-24, Су-25. Поэтому, значит, видимо, заговор генералов был. Но когда я читал статью «Нью-Йорк Таймс» по поводу Суровикина, главный вопрос у меня был, зачем ее написали, зачем ее поместили. И наверняка этот вопрос возник у многих из вас, и наверняка этот вопрос будут обсуждать многие комментаторы на YouTube. Скажу вам, что я думаю по этому поводу, тем более, что я хорошо знаком с ведущими журналистами, расследователями «Нью-Йорк Таймс», которые специализируются на освещении проблем разведки и контрразведки. «Нью-Йорк Таймс» не обязательно слила информацию вот эту по просьбе, скажем, ЦРУ или другой американской спецслужбы. «Нью-Йорк Таймс» имеет и может иметь свою политику. То есть ради сенсации они могли бахнуть эту статью, ни с кем в Лэнгли, скажем, в штаб-квартире ЦРУ даже не согласовывая. Это уже было. Я, по-моему, вам рассказывал давно уже в одном из первых своих видео по поводу того, как ЦРУ при помощи «Нью-Йорк Таймс» пытались достать из России, из ФСБ те записи, те файлы, которые туда утащил Эдвард Сноуден. Помните такую историю, да? Он утащил громадное количество информации. Это был колоссальный удар по нас безопасности США. Американцам надо было хотя бы знать, что теперь знают русские. И вот проводилась там целая операция, смешная операция. То есть я вот, когда меня пригласили в «Нью-Йорк Таймс», чтобы я высказал свое мнение, проконсультировал, я им сказал, что это идиотизм. Они там нашли какого-то эмигранта из России, который приехал туда по еврейской визе, так называемой. У него там была компания. Компания состояла там из нескольких человек, и у них было несколько переносных грилей. Вот они вешали эти грили на шею, посещали футбольные матчи на стадионах и жарили прямо там на месте сосиски, раздавали вот народу, продавали, большой бизнес. И этот смог уговорить ЦРУ, что у него колоссальные связи в Москве, и он может достать вот эти материалы, затребовал 100 тысяч, потом начал предлагать какие-то, значит, документы помимо этого. Я им сказал, ребята, гоните в шею и не платите ни цента, это мошенник. Не послушались, заплатили ему 100 тысяч, все, дело закончилось пшиком. И потом мне где-то часов в 11 ночи звонят из «Нью-Йорк Таймс». После того, как я с ними общался, прошел где-то месяц. Звонит мне этот журналист «Нью-Йорк Таймс» и говорит, можно мы тебе процитируем то, что ты сказал месяц назад? Я говорю, да, можете все написать. Они процитировали кратко, что я сказал, что это все это фигня. А что получилось? Получилось, что они ЦРУ отдал 100 тысяч, он ушел, как рыбка, махнул хвостиком, ничего не дал, естественно, и так далее. И потом ЦРУ и
Нью-Йорк Таймс стали тыкать друг друга в пальцем, кто провалил это дело. Одни говорили, вы провалили, другие, эти провалили. Вот такая. То есть, поэтому Нью-Йорк Таймс вполне могла узнать о вот этой информации про Суровикина и бабахнуть сами по себе. Это единственное объясняю, потому что если бы это делала ЦРУ и имела целью, ну, скажем так, сделать фейвор, ну, оказать услугу режиму Путина. Ну, представим самое страшное, договориться, вот мы вас спасаем, мы сейчас раскрываем все карты заговора перед вами, а вы что-то там сделаете, ну, допустим, на Украине, или что-то не будете делать. Допустим, ну, чисто теоретически худшая ситуация. Ну, так они передали бы это тихо, конспиративно, из рук в руки. ЦРУ, резидент в Москве, приезжает в штаб-квартиру ФСБ, и все тихо. То есть для этого не надо было выходить на страницы Нью-Йорк Таймс. Я думаю, что это вот Нью-Йорк Таймс это дело опубликовала по своей инициативе и написали там параграф, который меня просто убил, что мы понимаем, американцы понимают, что раскрытие этой информации нанесет ущерб генералу Суровикину. Здесь, в Вашингтоне, понимают, что он является одним из самых эффективных российских генералов, и что то, что мы сейчас публикуем, скомпрометирует его могут снять, это не нанесет удар или ущерб по операциям российским. То есть, с одной стороны, компрометируют, с другой стороны, говорят, мы специально его компрометируем, чтобы вы его сняли, чтобы было легче в ВСУ воевать против ваших войск. Идиотизм просто. Но бывает, бывает. Так что не думайте, что все просчитано, все продумано там на 20 шагов вперед. Иногда это бывает просто идиотизм. И это не только в Соединенных Штатах Америки, он имеет место везде, абсолютно. В этой связи, значит, мне задают вопрос. Хочу ответить на пару вопросов, потому что, видимо, они стандартные, широко распространенные. Прокомментируйте, плиз, информацию CNN о том, что Белый дом чуть ли не в приказном порядке запретил Киеву вести активные боевые действия именно 24 июня, во время того, как Вагнер шел на Москву, и запретил любое огневое воздействие по территории Российской Федерации. Таким образом, по словам американских аналитиков, де-факто администрация Байдена подтвердила незаинтересованность в поражении России и замены Путина, как надежного смотрящего за ядерным оружием. Не так ли? Нет, не так. То есть тут вот все, вот это произведение вполне можно назвать активным мероприятием, потому что тут перемешано все. А факт, значит, вот администрация не заинтересована в поражении Российской Федерации. Администрация заинтересована и работает в этом направлении, как я только что вначале рассказывал. Для этого напряженно работает и на дипломатическом фронте, и в плане оказания помощи Украине. Теперь по существу. Значит, как я вам уже рассказывал, ЦРУ, вообще американское разведсообщество знало о планах Пригожина, о готовящемся заговоре задолго, по крайней мере, точно за неделю. А начали, значит, за ним следить месяцы назад. Так вот, эта информация была настолько секретной, что здесь, в Вашингтоне, с ней ознакомили так называемую банду 8. То есть 8 человек в Конгрессе США, которые показывают любую развединформацию, вне зависимости от ее секретности. Это руководители палат, республиканцы, демократы, то есть их уже 4 человека, и руководители, республиканец и демократ в комитетах по иностранным делам палаты и Сената. 8 человек. Есть еще 5 глаз, неформальное такое разведсообщество на Западе, которое объединяет англосаксов. США, Британия, Австралия, Канада, Новая Зеландия. На этот раз даже им обычно дают все и обмениваются друг с другом. Все абсолютно. На этот раз поставили в известность только британцев. Украину, да, не поставили в известность. Не поставили по причине банальной, о которой я как-то так вскользь и неоднократно говорил. Недоверие. Недоверие украинским властям, спецслужбам. И не надо удивляться, после Вагнер-гейта в этом не должно быть никаких удивлений. Кроме, значит, опасений, что произойдет утечка, не дали еще потому, что не доверяют лично Буданову. Вот такое произвел впечатление. Считает, что Отгур,
вообще как разведорганизация, практически никакой пользы, никакой отдачи. Здесь говорят, что все, сколько вот идет военное действие, обмен информацией между американским разведсообществом и ГУРом, оно движется в одном направлении. Американцы вот все, что надо, они дают туда, Буданову, ГУРу. Обратно не идет практически ничего. Почему это так? То ли нечего дать, видимо, ГУР занимается чем-то другим, но не сбором информации, что очень важно. То ли чем-то другим, но факт. Но, видимо, надоело это, и поэтому не дали. И, значит, теперь не дали накануне. Но когда начался весь этот самый мятеж, начался поход, Соединенные Штаты всех союзников, всех, я вам об этом рассказывал, предупредили, и сами они взяли на себя такое обязательство. Ни слова комментарий по поводу происходящих в России событий о мятеже. Кстати, то же самое сделал и Китай. Ни слова абсолютно. Почему? Я бы рассказывал. Да чтобы не дать Путину возможность потом кричать, что это все произошло, потому что организовала ЦРУ, Байден, там еще кто-нибудь, чтобы показать россиянам, что это вот этот обделался, вот этот один. Вот то, что сказал Лука о создании России, в превращении России в пороховую бочку, это сделал лично Путин. И тогда, естественно, народное недовольство против Путина, как оно и подтвердилось в ходе августовского путча, то есть осточертел. Если бы полезли, начали заранее что-то делать американцы, союзники и ВСУ, ну тогда все. Тогда вместо того, чтобы ослабить режим Путина, они бы сейчас кричали на всех каналах о том, что это все организовал Дикий Запад. А вот мы же вам говорили, что Украина – это его инструмент, и вот вам наглядно решили, значит, свергнуть власть, нож в спину российскому государству. То есть вместо того, чтобы с умом воспользоваться этим идиотизмом, я имею в виду путч, на этом дали бы ему возможность Путину укрепить свою власть. Поэтому, значит, Соединенные Штаты именно Украину призвали воздержаться от нанесения ударов по российской территории. Но говорили одновременно, что вы можете делать все, что хотите, активизировать максимально на полную катушку все свои операции внутри страны. Таким образом, значит, действия Байдена, вопреки тому, что, значит, написали мне здесь, со ссылкой, видимо, на российские источники, администрация Байдена подтвердила полную заинтересованность в разгроме Российской Федерации, и к этому все сейчас идет. То есть произошедшие события показали гниль режима. Весь вопрос только, как теперь этот пенек выкорчевать, потому что у Путина два варианта. С одной стороны, мы теперь точно знаем, что от Луки он услышал реальную оценку ситуации. И в вооруженных силах раскол, и в обществе. В этой ситуации надо валить из Украины с точки зрения здравого смысла. Но там же сидит вот этот, кстати, самую блестящую характеристику того, что произошло, дал публично здесь, в Вашингтоне, бывший посол США в Украине Herbst. Он сказал, что, помните, «Волшебник изумрудного города» сказку, да? Так вот, он сказал, что Пригожин приоткрыл занавеску, или занавес, где должен был скрываться великий и ужасный волшебник изумрудного города. Но вместо этого там был обнаружен маленький перепуганный человечек. Кавычки закрываются. Блестящая характеристика. Я бы еще сказал, что этот человечек обделался при этом. И вот, значит, вот такая ситуация. То есть, с одной стороны, надо валить и заканчивать все это, и заниматься укреплением ситуации внутри России. С другой стороны, у него могут появиться бредовые мысли. Но его характер же, он всегда эскалирует ситуацию, усугубляет ее при каждой проблеме. Сейчас уже есть ли возможность ее эскалировать, потому что треск уже идет. Но, может быть, есть у него вот иррациональное что-то в подсознании, которое подсказывает ему, что надо эскалировать ситуацию. И вот это два фактора, которые больше его влияют на него. Я надеюсь, что рационально все-таки
преодолеет, потому что размах раскола, заговор среди генералов. Ну, как можно воевать с такой армией? Я себе просто не представляю. Это, значит, стремительно. Ну, тогда, значит, понимаете, если он выбирает второй вариант, значит, это второй Каддафи. Каддафи 2.0, который за 3 дня до того, как его посадили на штык-нож, он кричал на публичном ралли в Триполи о том, что это все звери, нелюди, скоты, которые идут сейчас на нас, мы их сейчас разобьем всех и так далее. А через 3 дня он уже сидел на штык-ноже. То есть тут или рациональное в Путине преодолеется, или его ждет вариант Каддафи 2.0. Второй вопрос. Я думаю, на этом закончить. Очень интересный. Сегодня буквально Богдан 8711. Раньше хоть имя и фамилию писали, сейчас YouTube что-то изменил, сплошные сокращения, не поймешь, кто пишет. Итак, уважаемый Юрий, интересует ваша мысль насчет терактов, которые совершают российские вооруженные силы против Украины. Возможно ли, чтобы наша военная администрация огласила публично несколько имен военнослужащих Российской Федерации, это я сокращаю, которые наносят удары ракетные, артиллерийские по жилым объектам в Украине? Как считает еще зритель, наша власть хорошо не разъяснила публично, что будет с теми, которые обслуживают вот эти ракетные комплексы, которые по нам стреляют, по нашим гражданским объектам. Было бы хорошо бы узнать, кто командует этими обстрелами. Не только на командном уровне, но и вплоть до экипажа, вплоть до, значит, тех обслуживающих персонала этих комплексов. Я уверен, что все они имеют семьи, за которые должны переживать. Считаю, что палачи должны быть, имена и личности палачей должны быть известны. Полностью поддерживаю, полностью. Тем более, что сейчас проводятся, во всяком случае, американские прокуроры по линии Министерства юстиции США полным ходом работают по сбору доказательств для дела о совершении преступлений против человечества, а также, возможно, и геноцида на территории Украины. Поэтому вот эти имена, они все нужны, необходимы. И было бы неплохо, имел бы полный смысл завести отдельно. Вот есть, я знаю, список в Украине, как же он называется, там, мемориал или... В общем, вы, наверное, догадываетесь, о каком я списке говорю, в который вносятся все враги Украины сейчас. Так вот, хорошо бы было, я думаю, сделать отдельный список, куда вносить имена и фамилии вот этих деятелей, которые осуществляют преступления против человечества. Ну, во-первых, это будет уже, то есть войдет это все в доказательную базу дела для Гаагского суда, а с другой стороны, это может быть серьезный сдерживающий фактор, потому что, как показал путч, там есть люди. Вот отказали же минимум 4 экипажа ВВС наносить удар по колоде вагнеровцев, потому что там она ехала, и там были еще гражданские объекты, гражданские лица. Вот они отказались. То есть есть такие люди, а если сюда добавить о том, что вы будете нести ответственность, как командиры, так и подчиненные, я думаю, что это будет иметь очень хороший положительный эффект. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Мордор, как и Карфаген, будет разрушен. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!